Всем здравствуйте! Я очень давно не шила бора и не показывала вам. У меня очень много работ по этой технике, которая мне очень нравится, которая запала в душу. Я сшила много сумочек, жилетку шила внучке в технике бора. А сейчас я вам покажу, что я сшила в последнее время, когда у меня была возможность сшить, когда было желание вечерами, сидя в кровати, устраивалась уютненько и шила. Шила неприхотливые такие лоскуточки, вышивала. Вот один из них, самый простой шов. Иголка вперед, начала из центра и пошла по кругу. Вот так. Прямыми строчками, прямыми стежками. Иголка вперед. Оставила здесь ниточку даже, чтобы потом этот лоскуток можно было пришить к основе. Ничего сложного, все очень просто, было бы желание. Лоскуточки, ниточки и иголочка. Все, больше ничего не надо. Вышиваю я нитками типа ирис. Ну, она у меня называется ромашка, нитка эта. Хлопковая простая ниточка. Толстенькая такая. Не знаю, номер какой примерно даже. Ну, толще десятки, конечно. В 2-3 раза, наверное. Вот первый такой лоскуток. Второй вот такой. Тоже очень простой. Шла сюда, 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 сюда. Вот прямыми строчками. Игла вперед. Ничего сложного. Абсолютно. Следующая вышивка вот такая. Просто взяла прямыми стежками. Вот такой зигзаг нарисовала. Звездочки. Снежинки, вернее. И вот такие решеточки. Ничего сложного, абсолютно. Фантазируйте, девчонки, что хотите, то и вышивайте. Оставила по краям место, где я буду пришивать к основе уже вот этот лоскуток. Ну и остальные тоже. Старалась тоже оставлять место для пришивания. Вот такой кружочек, не кружочек, спираль. Вот такая. Потом надо будет отгладить все это мне. Тоже очень просто все. 3 снежинки. И вот такую спираль. Шов называется назад иголка, по-моему. Просто шила и шила и шила. Ничего тоже особенного не придумывала. Вот что у меня в голове было, то и нашила. Вот такие лоскуточки. Кривые, косые. Вот этот с бахромой тоже взяла, вот по кругу вот так шила. Здесь по треугольнику, треугольнички вышила. Тоже куда-то буду прикладывать и пришивать все это. Вот тоже лохматенький, с лохматушечками клочок, на который я нашила 3 снежинки. И опять же оставила место. Здесь можно прямыми стежками простегать, и будет очень симпатично даже. Ну а здесь вот уже посложнее. Это вот козлик, шов козлик называется. И между ними опять снежинки я пустила. Козлик очень хорошо смотрится в вышивке. Вот смотрите, как интересно он смотрится. Вроде совсем простой. Начинаешь шить слева направо его. Не как обычно справа налево мы шьем вперед иголку, а наоборот. Кому интересно, пишите в комментариях, надо ли снять мне видео, как вышивать эти стежки все. Если наберется определенное количество желающих, я сниму видео и покажу, как это вышивать все. Вот такой лоскуточек. Следующий, вот такой сборный, посмотрите. Тоже ничего сложного нет. Прямые столбики нарисовала. Вышила, вернее, нарисовала, говорю. Цепочку из петелечек. И вот такие треугольнички, и в них французский узелок.
И опять же, вот эти вот зигзаги. Ну, а здесь по 4 крестика вот таких вышила. И получилось как решетки, типа решеток. И опять же, оставила место для пришивания на основу. Ну, и вот это тоже нафантазировала. Просто французские узелочки. По лоскуточку пропустила. А здесь вышивала просто в центре. Сходились все у меня строчки вот эти. И между ними прошила еще я. Такие колесики сделала. Ну, а здесь что-то тоже намудрила. Ну, а здесь обычные снежинки. Вот так все просто и незамысловато. Что хочу, то и вышиваю. Вот такие лоскуточки у меня. Тоненькие, маленькие. Тоже они пригодятся куда-то пришивать, нашивать. Можно будет чередовать вышитые и не вышитые. Бывают красивые джинсовые лоскуточки, вареные. И очень интересно смотреться будет. Берем, стараемся разные цвета, чтобы не сливались, чтобы интересно смотрелось. Но эту сборку я потом вам покажу все, как я собирала эти лоскуточки и во что. Вот тоже вот так намудрила я. Простые прямые стежочки. А здесь вот назад иголка пошла. И опять эти французские узелки. Здесь посветлее джинсы, здесь потемнее. Можно вообще разные цвета брать. Ну вот опять шов-козлик. Симпатичный, незамысловатый, интересный шов такой. И вот такая у меня полосочка образовалась. Выдергала я здесь ниточки по бокам. Очень хорошо выдергивались. Вот здесь можно подровнять, а можно и не равнять. И такие узелочки наделала. Ничего сложного. Абсолютно. Разложить красиво, чтобы смотрелись. Вот. Вот обычные лоскуточки, которые можно было выбросить, а я не выбросила, я их вышила. И куда-нибудь применю. Я пока еще не придумала. Но мне нужна сумочка новая. Моя сумочка уже стала страшненькая, размахрилась. Покажу чуть попозже. Ну вот здесь тоже от кармана вот попалась клепочка. Не выкидывать же ее. И шовчик вареный красивый. И просто вот такие. И одна снежинки. Вот такие прямые стежки и снежинка. Можно сюда еще узелочков навязать. Можно просто прошить. Пришить к основе. Вот такой лоскуточек. Опять со швом. Вот мне попался. Ну и вертите как хотите. Пришивайте к чему угодно. И как угодно. Так, так, по диагонали. Или как хотите. Вот такой шовчик. Просто зигзагом. И по 2 полосочки параллельных. По вертикали, по горизонтали, по вертикали и так далее. И тоже место оставляла для пришивания. Вот беру даже маленькие, совсем махонькие лоскуточки. Обмахрила вот с 2 сторон. Шов здесь красивый. Здесь галочки сделала какие-то, вышила. Здесь французский узелок. Еще раз говорю, если интересно, пишите в комментариях. Надо ли снять видео, как я их вышивала. Эти всякие узоры. Ничего сложного, опять повторяюсь, что нету. Вот такой кружочек. Срезала уголочки. Вышила снежинку. И опять узелочки сделала. Тоже имеет место быть. Тоже интересно будет смотреться на однотонную ткань. Пришить вот этот лоскуточек. И будет очень интересно. На светлую. Будет красиво смотреться. Очень интересно рассматривать такие изделия. Ну, а вот здесь вообще я намудрила. Прошила
строчку, 2 параллельные строчки и потом соединила их. Все, ничего сложного. Опять 2 строчки и соединила их. Вот такие переплетения получились интересные. Ну вот пока это все мои лоскуточки. Вот их будет достаточно на сумочку, на клапан и на переднюю часть. А на заднюю не обязательно это. Как вам? Пишите, какие вам узорчики больше понравились. Незамысловатые. Еще раз говорю, повторяюсь. Фантазируйте как хотите. Вышивайте, что хотите. Ничего сложного нет. Девчонки, фантазируйте. Сейчас покажу я вам сумочку свою. Уберу пока лоскуточки своей вышивки, чтобы они не мешались, а то я их смахну сумкой своей большой. Она у меня большая, вместительная, очень удобная. Делала под себя, шила. Как говорится, что хотела, то и творила. Вот такие вот вышивки у меня получились. Ждите новую работу. Покажу обязательно, что я сшила из этих лоскуточков. Пока отложу вот сюда. Ну а вот теперь моя сумочка. Посмотрите, какая она вся потрепанная. Ей уже года 2. Я ее и в пир, и в мир, и в добрые люди, как говорится. Она у меня везде. Очень удобная. Пошла я гулять, пошла я куда-то, в поликлинику или в магазин. Она со мной при мне. Тоже вот всякие вышивки. Посмотрите внимательно. Ничего сложного. Было бы желание, нитки и иголка. Ну и ножницы. Все. И лоскуточки, конечно же. На чем вышивать. Вот опять уголочки. Опять снежинки. Параллельные вот линии. Вот, пожалуйста, снежинки. Брала разные ткани по фактуре, по качеству. Вот это нейлон, допустим. Вот это вот ситец какой-то. Это рубашечная ткань. Брала все в синих тонах, голубых. Интересно, чтобы было. Смотрелась. Вот и рубашечная ткань тоже. Вот зигзаги какие-то. Вот видите, интересный шовчик попался у меня под клапан. Вот даже коричневую ткань взяла. Лен. Тоже интересно смотрится. А почему коричневая? Потому что у меня вот здесь на клапане вот такая эмблемка в коричневых тонах. Все повторяется у меня. И здесь ткани и фактуры. Ну и вышивки тоже повторялись. Фантазии особо-то не было еще. Это у меня первая работа. Самая первая вообще. Я как увидела это Бора, влюбилась. Деревянные пуговки пришила. Это моя любимая сумочка предыдущая, которая износилась. И я вот все никак не решусь ее немножко переделать. Надо мне пофантазировать что-то с ней. Жалко очень бросать ее. Она очень удобная. Я вам покажу в следующем видео. В каком-нибудь. Форма очень удобная. Очень вместительная тоже. И вот такой вот клапан у меня на магнитной защелке я сделала. Хотя он у меня всегда свисает. И вот эта застежка бывает у меня не закрыта часто. Вот на прогулке и вообще куда-то выйти, выехать. Незаменимая сумочка, моя любимая. Вот вся поистрепалась, пора ее менять уже. Пока я не решила, что я буду шить, как из чего. Бора или другой техники какой-то. Заднюю часть просто я простегала вот так. Здесь шов красивый. Карман я не стала делать здесь. Обычно мешается здесь молния, это задняя. Она у меня, эта сумка, через плечо. И вообще очень удобные сумки через плечо. Я сшила сумочки сестре, внучке. У меня есть еще одна бордовая, ой,
Сейчас я ее покажу, она же у меня здесь рядышком где-то здесь есть. Ну а это моя вторая сумочка, тоже в технике Бора. Ткани совершенно разные. Посмотрите, здесь и галстук, и вельветовые брюки, мои любимые немецкие брюки, трикотаж, замша, бомбер я такой шила, какой-то клочочек, лоскуточек вот от мебельной ткани. Вот галстук, и это галстук папин. Вот такая память об отце осталась. Трикотажная футболочка моя любимая. Я вам рассказываю, чтобы вы это знали, откуда, где брать ткани-то. Вот они лежат. Это халат. От халата. Низ халата подрезали, подрубили. Осталась ткань новая совершенно. Куда ее девать? Вот, лоскуточки мне пригодились. Они вот как раз по цвету подходят. Это сарафанчик я дочке сшила. Лен какой-то. Это лоскуток. Заплатка. Раньше еще пришивали заплаточку кофточкам трикотажным. Вот такая заплаточка вот осталась у меня. Я ее сюда примострячила. Сердечко сюда пришила, вышила. Вот отсюда, кстати, вырезала я это сердечко. А куда его выбрасывать, что ли? Вот я его сюда пришила. Контрастно сделала там и там. Вот это даже шелковая какая-то ткань атласная, тоненькая. Очень интересно тоже. Ну и повторяется здесь вельветовая. Вот это от халата, как его, фланелевый, фланелька. Все в этих бордовых розовых тонах брала. Вот эта ткань тоже, что-то я подрубала, юбку, костюм свой. Тоже такой серо-бордовый какой-то, пыльный, розовый, не понять какой. А заднюю часть из бордовых джинсов. И опять галстук у меня сюда пошел. Все пошло в дело. Ручка из стропы по цвету подобрала, прям хорошо. Мне нравится. Тоже очень удобно. Эта сумочка уже мне на молнии. Тоже удобно. Тоже с ней хожу весной. У меня бомбер вот такого цвета. Вот как раз мне подходит подо все. Ботинки у меня бордовые. Обулась, оделась. И вперед из песни. Вот это шелк какой-то даже. Тоже цвет подошел. Швы различные тоже. Раз-раз вот приметала, пришила. Ничего сложного. Здесь, конечно, у меня мало совсем вышивки. Но все равно интересное. Из-за того, что разноцветное все это. По фактуре разное. Интересно очень смотрится. Так что, девочки, фантазируйте, придумывайте. У кого халаты, футболки, брюки, джинсы, куртки, какие-то трикотажные кофты есть. Все в дело пойдет. Все пришиваем, нашиваем. И вот вам готовая вещь нужная. Ничего сложного нет. Придумывать велосипед не надо. Вот, нашел ткань, отрезал лоскуток, пришил его. И сумка готова. Если вам понравилось, поставьте лайк этому видео. Напишите в комментариях, будете вы вышивать, нет, вдохновила я вас или нет. Еще раз я вас благодарю, что вы пишете, откуда вы меня смотрите, с какого региона, с какого города или села. Очень интересно. Широка страна моя родная, как говорится. Ближние зарубежья, дальние зарубежья. Очень интересно, очень приятно читать ваши комментарии. Вы у меня самые хорошие подписчики, самые благодарные зрители. Я вас всех люблю и уважаю. Пишите, надо ли провести мастер-класс по вышивке. Как я вышиваю, показать или нет. Пишите, пожалуйста. Всего доброго. Здоровья всем, счастья, радости и улыбок побольше. Всех люблю и уважаю. До встречи.